то время было сложно найти достойную работу. У Андрея и Светы было 4 детей, и денег всегда не хватало. Поэтому, когда Андрею предложили поехать на заработки на несколько месяцев, он даже не раздумывал. Он пообещал прислать телеграмму, как только доберется до места. Света переживала. Ехать неизвестно куда. Это казалось ей рисковым делом, но Андрей пообещал, что все будет хорошо. Однако никакой телеграммы Света не получила. Через 2 недели ей сообщили, что найден обгорелый труп ее мужа за 1000 километров от дома. Опознать тело было невозможно, и гроб привезли закрытым. Но сумка с вещами мужа и его документы обгорели не полностью, и по ним его и узнали. После похорон Света никак не могла прийти в себя. Она работала няней в детском саду и зарабатывала очень мало, а теперь и вовсе не знала, что делать. Приходили люди, предлагали забрать детей в интернат, но Света выставила их за дверь. Дети были ее счастьем, смыслом жизни, и она пообещала, что сделает все для них. Она нашла подработку на выходные, старшие дети помогали с младшими, а по ночам, когда все уснули, горькие слезы катились по ее щекам. Она чувствовала, что теперь как будто потеряла половинку себя. Прошло 3 месяца, и однажды среди ночи раздался звонок в дверь. На пороге стоял Андрей, живой и здоровый. Света, увидев его, не смогла сдержать эмоций. Она скатилась по косяку на пол и закрыла лицо руками, не веря своим глазам. Он присел рядом, обнял ее нежно и тепло, так, как только умел. Она с трудом открыла глаза, чтобы еще раз взглянуть на него, и в этот момент поняла, что это действительно он. «Что ты, Светочка? Я же вернулся. Ты не рада?» – спросил он с широкой улыбкой, которая освещала его лицо. Только теперь, осознав, что все страхи и переживания остались позади, она бросилась к нему на шею и разрыдалась, уткнувшись в его плечо, словно искала в нем утешение и поддержку. Оказалось, что у Андрея в поезде украли сумку с документами, деньгами и вещами. Он рассказал, как тяжело ему было, когда он осознал, что остался без всего. Только на базе, где он работал, он смог занять немного денег, чтобы хоть как-то справиться с ситуацией. Андрей попросил одного человека, который ехал в город, отправить телеграмму, но тот потерял адрес, и лишь когда возвращался домой, Андрей узнал об этом. Он заработал деньги, восстановил все необходимые документы и пообещал Свете больше никогда не покидать семью, какие бы богатства за это ни были обещаны. Андрей понимал, что ничто не может заменить ту любовь и поддержку, которую он чувствует рядом с женой и детьми. Теперь он был полон решимости сделать все возможное, чтобы обеспечить их будущее и больше никогда не подвергать их риску. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.